Привет, меня зовут Александр, я SharePoint-консультант компании Smart Business. В зону моей функциональной ответственности входит консультирование по SharePoint, что понятно из моей должности, а также разработка на Power-платформе различных решений для клиентов, на Power Apps и Power Automate. И переключимся сразу к теме. Итак, о чем я сегодня буду говорить? О Modern Approval системе в Office 365. Почему именно в Office 365, а не конкретно в SharePoint? Теперешняя реализация согласования, процесс согласования Microsoft позволяет согласовать не только документы либо какие-то процессы SharePoint, а также во всех других решениях Microsoft, типа Dynamics 365, а также из сторонних источников, типа Salesforce или WordPress. Итак, какие бывают типы согласований? Давайте посмотрим на презентацию. Тут их четыре таких основных типа. Это первый. Все должны согласовать документ либо процесс. То есть в таком случае идет отправка согласований для каждого согласованта, и система будет ждать тогда, когда все согласованты согласуют, либо один rejected документ. После этого процесс пойдет дальше. Второй вариант – это ожидание первого согласованта. В таком случае тоже отправляются на всех согласовантов задачи, но если первый, первый, кто согласовал, либо первый, который отклонил согласование, после этого процесс завершится. Также выделяют параллельное согласование и последовательное. При последовательном согласовании задачи приходят согласовантам, визирующим один после другого. То есть один согласовал, следующий согласует и так далее. При параллельном задачи получают все одновременно. Окей, с такой теоретической частью закончили. Давайте посмотрим, как это реализовать быстро в SharePoint с использованием веб-части, которую показала Оля. Окей. Давайте создадим документ новый. Пишем его номер, например, 1313. И небольшой description. Так, и загрузим файлик. После этого выберем роли согласовантов. Предположим, у нас будет последовательное согласование, и должны ответить все. Окей, введем самих согласовантов. Давайте добавим 2 человека, чтобы было более презентабельно, скажем так. Окей. И засубмитим наш документ. Видим, что документ у нас сейчас в состоянии драфт. И если мы просмотрим состояние его визирования, у нас будут оба согласованта в состоянии pending. То есть задача еще не создана. Так, что происходит в самом SharePoint? Олина веб-часть, благодаря Олиной веб-части, она создает запись в списке Task Query, где в JSON описывает весь процесс согласования, который необходим для этого документа. То есть она записывает последовательно, это будет или параллельное согласование, а также в массиве передает всех участников процесса связирования. Окей. Сейчас я открою Power Automate. Секундочку одну.
небольшая накладка, потому что не открыл изначально вкладку. Сейчас покажу сам процесс. А нет, потому что я пароль не помню. Но, окей. Нет, давайте все же зайду. И, наверное, сейчас отключу, чтобы пароль не видели, отключу шеринг. Отключу. Да, сейчас включу. Вот пароль был. Ну, он тут был. Так, коллеги, я все-таки зашел в Power Automate и вспомнил пароль. Он у меня был, оказывается, в памяти записан. И давайте посмотрим на наш процесс. Окей. Так, сейчас сразу Edit выберу и посмотрим, что у нас происходит. В Power Automate у нас стоит стандартный триггер тогда, когда создается элемент. Мы выбираем сайт, на котором создается этот элемент, и список. В нашем случае это Square, это тот элемент, который записала Оля. Следующим экшеном у нас идет объявление переменной. Сейчас она пустая, поскольку мы будем ее записывать уже в процессе approve. Следующий шаг у меня такой в скопе, чтобы не сильно увеличивать количество элементов в процессе. Следующий шаг – это parse JSON. То есть мы парсим ту информацию, которую мы извлекли из списка. То есть это JSON, который у нас есть в списке. И после этого получаем item самого документа. И после этого мы можем стартовать рабочий процесс. Рабочий процесс согласования. Итак, что в нем интересного? Первым этапом мы создаем не сам approval, а создаем элемент в SharePoint. Если я сейчас перейду, мы увидим, что вот он создался минуту назад. Approval task Александр Артемьев. Состояние pending. После этого мы уже создаем сам процесс согласования в системе Modern Approval Office 365. Забиваем ее данными на основе динамических каких-то переменных. То есть мы в тайтле прописываем, что прошу документ согласовать, его title, выбираем, на кого он заассайнен, и сам линк документа. Далее мы проводим ряд проверок. Первое, мы проверяем, аппрувнул ли текущий согласован документ или нет. Если он аппрувнул, то есть согласовал, то мы обновляем запись в SharePoint, которую мы создали в первом шаге аппрува. И приводим переменную, которую мы в самом начале объявили, да, в состояние approve. Если же документ был rejected, мы точно так же обновляем элемент, который мы создали в первом шаге согласования, но уже с статусом rejected. И обновляем переменную в состоянии rejected. Также у меня тут добавлена отправка email-нотификации автору документа о том, что его документ был отклонен. Давайте теперь посмотрим на сам центр approve в Power Automate и в каком формате приходят сами оповещения на approve. Окей, я захожу под своим аккаунтом, под Александр Артемьев, и смотрю, пришло ли мне уведомление. Да, пришел запрос на согласование. Я его могу открыть, посмотреть все метаданные, которые введены в нем, посмотреть саму карточку документа и файлик, который к ней прикреплен. И давайте я, наверное, аппрувну, потому что я себе сам отправил, что не буду его реджектить.
И нажимаю Confirm. Тут еще так вот, response successfully recorded, то есть я ответил, система приняла мой ответ. И тут небольшая ремарка. Сейчас я перейду к другому согласованию и покажу, как эти же аппрувы приходят на почту. Поскольку при Modern аппрувах у нас идет параллельная отправка нотификаций как в эту систему аппрувов, которая находится в Power Automate, а также на электронную почту. Так, перед этим мы еще посмотрим на состояние документов уволенной веб-части. Состояние документов уволенной веб-части. Окей. Итак, SmartTalks документ у нас в состоянии draft до сих пор находится. Ну, давайте посмотрим, в каком состоянии находится его согласование. Нажимаем View и смотрим Approve. Видим, что Александр Артемьев это запровил. В чистом SharePoint это выглядит как изменение элемента, или изменение состояния элемента, в данном случае колонка статус в моем approval task. Окей, давайте заапрувим вторым визирующим документ. Так выглядит стандартная форма согласования, которое приходит на почту. Ее можно тоже изменять благодаря маркап языку и специальным сайтам Microsoft, которые созданы для дизайна такого рода сообщений. Окей. Правим и проверим нашу веб-часть. Видим, что документ перешел в состояние Approved, и, соответственно, должны все approval таски быть тоже в состоянии Approved. Так и есть. Так, и да, еще вернусь к Flow и покажу, что последним этапом этого процесса мы оставили обновление самого документа, самого статуса документа. В зависимости от текущего состояния переменной approval status мы его либо переводим в статус rejected, либо в статус approved. Вот, в принципе, на самом деле все, что я хотел показать о системе согласования документов, которые можно построить благодаря SharePoint и Modern Approval, и благодаря веб-частям, которые разрабатывают разработчики. Но, в принципе, это можно сделать и на чистом голом SharePoint. Благодаря огромному количеству возможностей, которые идут из коробки для SharePoint Online. Спасибо всем, что слушали.